Дорогие друзья, я снова приветствую вас из Финляндии. И сегодня поговорим о гражданской авиации. Что было, что будет и чем сердце успокоится. Первая боль – цены. Прошли те времена, когда можно было за пару сотен евро слетать по Европе, в принципе, туда-обратно в любой конец. Постепенно полеты становятся развлечением для богатых. Хотела я на днях слетать в Швейцарию на недельку. Туда-обратно 500 евро. Ну ладно, думаю, обойдусь Брюсселем. Та же история. Туда-обратно 500 евро. Ох-ох, в Амстердам я летала, ну по-божески уже 280 евро туда-обратно. И даже за эти деньги чемоданчик в салон только за дополнительную плату. Это вторая боль, ручная кладь. Размеры и вес ручной клади у каждой авиакомпании свои. Летишь со стыковками? Возможно, на пересадке твоя ручная кладь уже не поместится в очередной калибратор. У меня подруга Ирина, авария, летела где-то здесь по Европе, и ей пришлось свой рюкзачок, ручную кладь заталкивать в калибратор ногами. Работница аэропорта хотела возразить, но потом отступила. Доколе это будет продолжаться? ЕС на каждый чих инструкции строчит, а на ручную кладь не может единые правила выдать. Так же, как и с переводом на летнее время, уже который год они там никак не могут разродиться, который год дебатируют. К двум вышеперечисленным болям на горизонте замаячило нововведение. Предлагается сэкономить на пилотах. Сегодня все еще пассажир может быть уверен в том, что в кабине самолета весь полет находится два пилота. Если возникает непредвиденная ситуация, то один пилот продолжает управлять авиалайнером, а другой решает проблемы. В ближайшем будущем, уже в 2028 году, ситуация может измениться. В Европейском агентстве авиационной безопасности готовится реформа, в результате которой в кабине самолета на крейсерской высоте в кабине может находиться один пилот. В настоящее время авиационные правила требуют нахождения двух пилотов в кабине больших коммерческих авиалайнеров. Пилоты обеспокоены грядущими изменениями, не говоря о том, что многие лишатся зарплаты. Их также волнует и безопасность полетов. Удастся ли сохранить безопасность, по крайней мере, на нынешнем уровне, если управляет практически один пилот? Во время полета могут возникнуть различные непредвиденные опасные ситуации. Пилотов обучают, как действовать, например, при резких изменениях погоды и выходе из строя техники самолета. С точки зрения безопасности, наихудшими ситуациями являются потеря работоспособности пилота по каким-либо причинам и ситуации, к которым пилот не мог подготовиться в процессе обучения. Финское авиационное управление Traficom уверяет, что изменения рассматриваются, уточняются, и не факт, что все авиакомпании захотят их принять. Всегда может возникнуть так называемый черный лебедь, то есть непредсказуемый фактор. Рабочая группа Европейского агентства авиационной безопасности ищет решения, позволяющие справиться в одиночку в случае непредвиденной ситуации. Во время взлета и посадки и в возможных проблемных ситуациях в кабине все равно находились бы два пилота, даже если бы была принята схема работы одного пилота. Рабочая группа продумывает, где в самолете должен находиться второй пилот, который отдыхает во время полета. В Airbus А350 место отдыха пилотов находится за закрытой дверью со стороны пассажиров. И насколько быстро пилот при необходимости добирается до кабины и полностью ли он работоспособен, когда его только что пробудили ото сна. Один из пилотов Finnair рассказывает, что он попал в ситуацию, когда встречный джамбо-джет
обогнал самолет Airbus, которым он пилотировал. И вихревой поток воздуха, созданный джамбо-джетом, так сильно качнул Airbus, что автопилот вышел из строя. Что было бы, если бы единственный пилот в это время отошел бы, по нужде и не смог бы вмешаться в ситуацию? На борту находится 200-300 человек, и самолетом никто не управляет. Трафикон напоминает, что уже сейчас в кабине находится только один пилот, когда другой вышел по нужде, а в самолетах меньшего размера один пилот уже управляет уже сейчас. По мнению Европейского агентства авиационной безопасности, изменения не ухудшат, но и не улучшат безопасность. Обычному пассажиру может быть сложно понять, как поддерживается уровень безопасности в самолете, если из кабины отлучится пилот, следящий за ходом полета и функциями самолета. Технологии заменят человека. Производители самолетов планируют новые типы автоматизации и различные концепции для поддержки методов управления одним пилотом. Изменения могут произойти уже в 2028 году, если их поддержит все международное авиационное сообщество. В авангарде находятся французские производители Dassault и Airbus. Они ждут зеленого света от Европейского агентства по безопасности полетов, после чего, например, широкофюзеляжный Airbus A350 получит разрешение на управление одним пилотом. Такая машина была бы привлекательной для авиакомпаний, которые могли бы использовать ее для снижения затрат на рабочую силу. Пилотов прочь. Но наверняка не все авиакомпании захотят летать с одним пилотом, даже если органы безопасности одобрят это. Имидж безопасности является большим конкурентным преимуществом. Слово за пассажирами, предпочтут ли они летать более дешевыми линиями или более безопасными. Для повышения доходности можно еще предложить стоячие места в самолете. Как в Венской опере, чистая публика сидит на бархатных сиденьях, а чернь толпится позади портера в загончике. Ну и для ускорения погрузки-выгрузки можно вообще ручную кладь запретить. Куплю на всякий случай самоучитель для начинающего пилота. Вдруг придется порулить. А теперь анекдот в тему. Бородатый, но снова актуальный. Стюардесса объявляет пассажирам нового суперлайнера. Господа, экипаж приветствует вас на борту нашего авиалайнера, последней новинки авиапрома. У нас на борту кинозал, библиотека, бар, дискотека, теннисные корты и бассейн к вашим услугам. А теперь, пожалуйста, пристегните ремни, и мы попытаемся взлететь со всей этой херней. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Говорит командир корабля, пилот Иванов. Желаю всем приятного полета. Время в полетах, разные страны манят огнями к себе города. В небо поднимут нас над облаками два белоснежных и сильных крыла. Мама, я влюбилась в пилота, он мужчина из снов, командир самолета, мой пилот Иванов. Мама, первым делом полеты он любить не готов. Летчик аэрофлота, мой пилот Иванов. Летчик аэрофлота, мой пилот Иванов. Каждая встреча с тобой над землею словно на миг приближает мечты, что рассыпаются сами собою, только коснуться шасси полосы. Мама, я влюбилась в пилота, он мужчина из снов, командир самолета,